Вот она, пожалуй, самое интересное место в этой крепости. Здесь не просто гостиничные номера, а также есть музеи. Здесь, в принципе, нет ничего такого привлекательного. Все как было разрушено здесь сотни лет назад, так, в принципе, и осталось. Аллилуйя! Я просто ем, не могу остановиться. Вау! Очень мягкая, прям оттаивает от костей. Каждый раз меня захватывало дыхание, когда на крутых поворотах кто-то напротив меня выезжал. С добрым утром из Будвы я поселился в отеле с вот таким видом на город. Вчера вечером я прошелся по старому городу Будвы, а сейчас я хочу посмотреть, как вся эта прелесть выглядит в дневное время суток. А затем хочу последовать в Котор, но не напрямую в Котор, а через гору Ловчин, захватив по дороге несколько интересных мест. Так что пожелаем мне хорошего дня и поехали путешествовать! Спустился я к старому городу. Сейчас 8:30 утра. Я так полагаю, что прилавки только начинают открываться. И я, пожалуй, пойду в обход старому городу. Хочу посетить несколько интересных пляжев с интересным обзором. Вдоль моря здесь проложили такой променад, через который можно пройтись к пляжам. Вот, кстати, знаменитая скульптура балерины. Местные считают, что если прикоснуться к ней, то исполнятся любые желания. Раз я уже здесь, решил не уступать подобной традиции и прикоснуться к балерине. Привет, красавица. Ну что, исполнишь мои желания? О, Гато Негро, Монтенегро. Здорово. Как ты? Нормалек? Красава. Давай, хорошего дня. Тут прям целый клан. Здорово, чуваки. Это я прибыл на пляж Могрен, который летом пользуется особым спросом среди туристов. А сейчас, как видим, в конце октября здесь затишье. Так, я думал, что я сюда подойду в тупик. Неужели здесь проложен путь? А, вот оно как, через грот. И отсюда есть выход на второй пляж Могрен, который так и называется, Могрен 2. Так, ну я, наверное, дальше идти не буду. Так можно и до Котора дойти. Ладно, будем заходить в старый город. И надо будет где-нибудь позавтракать. Весь старый город — это сплошные лабиринты с узкими улочками, где легко потеряться. Мне кажется, там, где я сейчас стою, это самое открытое пространство в старом городе. Здесь есть две церкви и также цитадель, куда я, собственно, и хочу сейчас отправиться.
вот оно, пожалуй, самое интересное место в этой крепости, откуда видно весь старый город, как на ладони. И выглядит это достаточно впечатляюще. Такой маленький городок, его, в принципе, можно вдоль и поперек обойти менее чем за 1 час. Так, в общем, с Будвой покончено. Буду продолжать теперь дальше осматривать интересные места, которые находятся в окрестностях Будвы. Поехали! «15 минут я проехался от Будвы, чтобы посмотреть еще одну интересную достопримечательность. Вот этот остров на самом деле является гостиничным комплексом, и туда просто так простой смертный не может попасть. Туда можно попасть только если вы забронировали номер, либо если вы забронировали столик в ресторане. Здесь вообще ни одной живой души. Видимо, место менее популярное среди туристов, либо об этом месте просто мало кто знает. Здесь вот такая маленькая часовня, и отсюда потрясный вид на Будву и на вообще все побережье, на всю ривьеру. Особенно мне нравится цвет воды. Ранее этот остров являлся обычной рыбацкой деревушкой, а сегодня, как я сказал, здесь целый гостиничный комплекс, который является самым дорогим Черногории. Здесь не просто гостиничные номера, а также есть музеи и различные другие архитектурные строения, которые могут посетить только те, кто поселились в этой гостинице. Я уже думал, никто сюда не наведается. Вот сейчас подъехали местные девчонки, сделали пару интересных кадров. Они меня, я их. По дороге в Цетень я остановился возле одной интересной крепости, откуда должен будет открыться еще один прикольный обзор на Будву. Машину я кинул здесь посреди серпантина. Сейчас сделаем тут небольшой хайкинг, окунемся в красоты местной природы. Как тут все развалено. Даже не знаю, если смысл есть лазить внутри. Ну, как-то так. В общем, здесь, в принципе, нет ничего такого привлекательного. Все как было разрушено здесь сотни лет назад, так, в принципе, и осталось. Иногда разве что коровы сюда ходят. Кстати, крепость не такая маленькая, как казалось со стороны на первый взгляд. Здесь вот видно еще есть продолжение. Но меня интересует вот что. Аллилуйя! Видимо, отсюда делают разные маршруты, как пешие, так и на велосипеде. Интересно, что это за точечки? Как будто бы сюда стреляли. Крепость, оказывается, была построена не так давно, как я думал. Всего лишь в 19 веке. Прибыл сейчас на парковку пещеры Липа. Мне сказали, что здесь все организовано, и я буквально опоздал на 5 минут. Отсюда до пещеры добираются вагончиками, и там уже организована экскурсия. И следующая через 1,5 часа. Но, в принципе, чтобы не тратить время зря, я поеду пообедаю в национальном ресторане, который находится здесь в 2 минутах езды, и потом вернусь как раз к следующему туру. Отъехал я на километр от пещеры Липа. Здесь такой вот интересный ресторан, который мне рекомендовали. Так что я пообедаю. Думаю, за час мне хватит, чтобы насытиться, выпить пиво и вернуться к пещере. Вот такой столик я занял с шикарным видом.
Пока что заказал себе салатик с сыром и сейчас ожидаю ягненка. Мне нравится такой сыр. Его можно помазать на хлеб, и он острый. В принципе, он так и назывался — острый салат. Хлеб мягкий-мягкий. И такой, казалось бы, простенький бутер с сыром и посыпанный остротой. Я просто ем, не могу остановиться. Вау! Вот такого ягненка я получил. Хотя здесь много костей, поэтому, возможно, здесь не так много мяса, как кажется на первый взгляд. Очень мягкое, прям оттаивает от костей. Очень вкусное мясо, но особенно мне понравилась картошка. Прям улет. Вернулся я к паркингу, откуда я сейчас буду отбывать в пещеру Липа. Вот на таком вагончике нас повезут к пещере. К сожалению, в пещере запрещено было снимать видео, поэтому я ничего не смог показать, но, честно говоря, я настолько впечатлен. Это просто коридоры, которые расстилаются на несколько километров с огромным количеством залов. И там все хорошо оборудовано, прекрасная подсветка, миллионы сталактитов, сталагмитов. При этом наш экскурсовод, девушка, она везде подчеркивала какие-то ассоциации. То есть смотрела, вот посмотрите, вот это похоже на такое животное, эти сталактиты похожи на такое животное. Я получил огромное удовольствие. Я считаю, что если вы едете в Черногорию, то пещера Липа просто должна быть в вашем списке. Сейчас я буду выезжать отсюда и двигать в сторону горы Ловчен. А оттуда уже буду спускаться в сторону Котора. Я подъехал на гору Ловчен, национальный парк Ловчен. Сюда, как вы видели, прежде чем добраться, пришлось проехаться по крутому серпантину. Каждый раз меня захватывало дыхание, когда на крутых поворотах кто-то напротив меня выезжал. Особенно, когда это были автобусы. В общем, что здесь примечательного на этой горе? Здесь установлен мавзолей Негоши. Негоша — это предводитель Черногории в 19 веке. Гробница эта была установлена по его же желанию в середине 19 века. И чтобы к нему подняться, нужно преодолеть более 400 ступенек. Сегодня мне повезло с погодой. Прекрасная видимость. И это я еще не поднялся на самую вершину. Здесь вот постепенно ступеньки переходят в такой тоннель. Что-то у меня появилось желание преодолеть это расстояние быстрее. Ну-ка, побежим-ка мы. Через мавзолей имеется такой выход на смотровую площадку в круговой форме. И как классно все видно со всех сторон. Как же красиво. Даже озеро Шкодер отсюда видно. В национальном парке Ловчен имеются две самые высокие точки. Первая — это та, на которой я сейчас нахожусь. А вторая — это вот на которую я сейчас направляю, там где антенны. Там расположена военная база.
нормально тут пирамидок налепили, конечно. Чисто случайно я заметил эту тропу над тоннелем. Мне кажется, я единственный, кто за весь день вообще на нее поднялся. Главное, что проход снизу здесь перекрыт. На мой взгляд, у меня сегодня была очень обширная программа, которую я благополучно успел воплотить в реальность. Единственное, что немного напрягает, но тут ничего не поделаешь, такой период, такое время года, что вот рано темнеет, и поэтому нужно все успеть до 5:30. Сейчас я буду выдвигаться в сторону Котора, и по дороге буду останавливаться, смотреть на Которский залив. У меня еще есть где-то полчасика, прежде чем стемнеет, я надеюсь, что-то успею. Короче, все предыдущие остановки, которые я делал, это все фигня. Нужно было просто сразу ехать сюда и не тратить время зря на бесполезные остановки. Уху! Вот это видок! Тут я смотрю ресторан, люди сидят, а еще чуть ниже есть балкончик с офигенной смотровой площадкой. И это я успел сюда буквально за 15 минут перед тем, как начнет темнеть. В завершении сегодняшнего дня я оказался в таком удивительном месте, который стал такой вишенкой на торте всему увиденному за сегодня.